Итак, мы с вами пришли к первой школе первого микрорайона. Одна из самых старых школ в Припяти и одна из самых плохо сохранившихся школ и вообще зданий в Припяти. 3 обрушения имеет это здание. Внутри уже находиться опасно. Посмотрите, какой провал. Как огромное, не знаю, 3 пролета. Все обрушилось. Огромный кусок здания просто рухнул. Вот это так кирпичные здания разрушаются. Посмотрите, в каком состоянии кирпич наверху. Крыша прогнила, и все, цепная реакция пошла. Такое обрушение. Давайте хотя бы с вами подойдем поближе к окнам и заглянем, посмотрим, что там внутри. Припять. Молодой советский атомоград, основанный в начале 1970-х годов для работников АЭС и их семей. До трагической аварии 1986 года Припять была живым, уютным городом. Жилые дома, детсады, школы, магазины, спортивные площадки. Сегодня город заброшен, но в его пустующих зданиях, особенно в школах, хранится память о прошлом. Эти стены, коридоры, классы – молчаливые свидетели тех дней. В Припяти было 5 средних общеобразовательных школ. Сегодня мы посмотрим 2 из них, первую и третью. Вот так выглядит класс Припятской первой школы. Парты все на месте. Интересно, что это за класс, по какому предмету был. Интересно. А здесь, видите, уже вон с той стороны еще один провал. Тут даже книжки сохранились на стеллаже. Здесь можно залезть вот так с помощью стульчика. Смотрите, что у нас там за предмет. Орфографический словарь. Наверное, это был кабинет русского языка, может быть, и литературы. Здесь у нас, наверное, алгебра была. Смотрите, какой плакат. Как показать? Вот. Здесь класс в хорошем состоянии. Классно сохранились парты, стеллаж. Школа номер 1 располагалась в северной части Припяти по улице Дружбы народов, дом 15А. Школа номер 1 – одна из первых в Припяти. 4 этажа, просторные классы. Обычная советская школа. Здесь начинались истории сотен ребят. Кирпичное здание, облицованное плиткой, построенное в 1972 году по типовому проекту. Школа была рассчитана на 32 класса, это порядка 1300 учеников. Сейчас школа разрушена. Первое обрушение случилось в 2005, а в марте 2013 после аномального снегопада рухнуло сразу в 2 местах. Стены осели, часть здания обвалилась. Но если присмотреться, легко увидеть следы прежней жизни. Краску и плакаты на стенах, фрагменты школьной мебели, учебники и прочие атрибуты школьной жизни. Еще что прикольного здесь есть, это вот такие
парники. Если я не ошибаюсь, то это был какой-то эксперимент по выращиванию каких-то там садовых культур вот при школе. Честно сказать, я не знаю, у нас такого уже не было в школе. Может быть, если у вас было подобное на территории школьного двора, вот такие вот парники, пишите в комментариях. Будет интересно почитать, узнать, было ли у кого-нибудь еще такое. Сейчас заглянем в теплицу. Прям я вам, друзья, конечно, я сбивчиво рассказываю, потому что и эмоции, и, короче, хочется и вам показать, и самой посмотреть. Так что извиняйте за то, что сбивчивый рассказ, но зато будет полное погружение. А вот смотри, одно время была популярная фотография с такой типа гусеницей кричащей, но на самом деле это баллон, по-моему, газовый. Но выглядит это вот так очень крипово, как будто кричит какой-то змейка или гусеница. И вот так вот выглядят теплицы изнутри. Здесь даже, смотрите, что-то зелененькое проросло, какое-то растение неизвестное. И смотрите, как хорошо она сохранилась за это время. Там чуть-чуть, я вижу, разбитые окна, но в общем и целом теплица сохранилась очень хорошо. Здесь всякие приблуды для выращивания. Земли куча, всякие горшочки, системы полива, обогрева. Такая вот теплица. Ну, пойдемте еще подойдем к школе с другой стороны, с центральной. Вот еще один сильное обрушение вот этого корпуса уже двухэтажного. Была какая-то мозаика из плитки, но от нее уже практически ничего не осталось. И вот еще одно огромное обрушение. Вот так. Вообще все завалилось, это даже никак, только по развалинам, если идти, только можно подойти поближе. Вот мы с вами подошли к центральному входу первой школы и зайдем сейчас внутрь. Все осталось с 86-го года. Посмотрите, все вот эти плакаты. Где вы еще такое найдете? За это Припяти любят. За то, что время здесь остановилось навсегда. И вы можете, как в машину времени, сюда приехать и перенестись обратно в 86-й год, обратно в Советский Союз. Здесь детские противогазы практически все уже сгнили. Так, давайте еще зайдем вот сюда, в эти два кабинетика, посмотрим, что здесь. Как думаете, для чего предназначалось это? О, зубной кабинет. Понятно. Здесь все написано это. Кабинет зубного врача. Вот он.
Баночки, скляночки остались. Бурмашина завалена. Наверное, вот это она, которая валяется. Здесь все вот так выглядит. А вот и завал. А дальше можно, конечно, пройти. Но мы уже не пойдем. Наверное, это все-таки столовка была. Мне кажется, вот здесь должны стоять умывальнички были, которые валяются. Дальше, может быть, столовка была. Мне кажется. Ну что, идемте дальше. Давайте, кстати, глянем, что у нас тут по радиации, потому что первый микрорайон считается довольно грязным. Точнее, не довольно грязным, а практически самый грязный микрорайон в Припяти. И что мы с вами видим? Возле школы 20 микрорентген. Радиация в пределах нормы. Норма до 30 микрорентген. Вот здесь мы видим с вами превышение. Уже 55, ну практически в 2 раза превышение рядом со школой. 57, 56. Пойдемте дальше. Ой, вот, друзья, чем еще примечателен первый микрорайон. Это вот такой надписью. Ну, там их 2. Одну благополучно зарисовали вандалы. Но вот это осталось. Припять родная, юный наш город. Это припятчане приезжали сюда. И вот такое вот трогательное сообщение оставили. Школа номер 3 была крупнейшей средней школой в Припяти. Она располагалась на улице Спортивной, рядом с крытым бассейном Лазурный. Ее корпус строился по проектам для томоградов с просторными помещениями, спортивными и учебными залами, с инфраструктурой, характерной для советской новой жизни. И символом этого места стали сотни детских противогазов, разбросанных по полу одного из коридоров. Они лежат, словно забытые игрушки, напоминание о холодной войне, о страхе, о готовности к худшему. Для тех, кто пришел сюда спустя десятилетия, это контраст, словно шок. Школа, где учили жизни, ныне хранит память о том, что жизнь может оборваться в один день. Пустые классы, полуразвалившиеся парты, хрупкие оконные рамы, через которые пробивается тусклый свет. Школа номер 3 как кадр из постапокалиптического фильма. Этапы разрушения, забвения и одновременно медленное возвращение природы. Но именно из-за этого, из-за мрачной красоты, из-за остатков памяти, из-за ощущения того, что было, третья школа стала культовым местом для сталкеров, туристов и фотографов. Здесь можно почти физически ощутить, как когда-то жили сотни детей, и как вдруг все оборвалось. Именно за этой атмосферой сюда приходят сталкеры. Здесь можно почувствовать жизнь, которая была до катастрофы, и ощутить пустоту, оставшуюся после нее. Каждая трещина, каждая деталь, каждый тетрадный лист – это история почти осязаемая, почти слышимая. Школы Припяти – это не просто здание, это память о сотнях детей, которые жили, смеялись, готовились к будущему, как и дети в любом другом городе. Когда вы видите разбросанные тетради, разрушенные классы или ту самую гору противогазов,
Это не просто атмосфера заброшенности. Это символ трагедии, внезапного прекращения жизни, разрушения домов, судеб, планов. Сохранение визуальных образов школ и других зданий, документирование их состояния важно для истории, чтобы будущие поколения знали, какой была Припять, кем были ее жители и что потеряно.